Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто нарушит ваш покой? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный Таро расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А что ж так, ребят, финансы поют романсы, да, вот у некоторых может проиграться, что либо сейчас, либо вот недавно вы пережили, своего рода, то ли это какая-то нехватка денег, это могут быть финансовые кризисы, да, это может быть задержка зарплаты, урезание зарплаты, что реально вы, так немножко встрепенулись, поднапряглись, да, вот, может быть, отложить какую-то денежку, как-то урезать свои аппетиты, да. У вас начался новый жизненный этап, причем он начался очень резко и очень неожиданно. С чем это связано? Это связано с концом, с окончанием вашей семьи, ваших отношений. Это была поставлена такая большая жирная точка, и, я бы сказала, назад дороги нет. Может также проиграться ситуация, когда вы какой-то период, вот даже разойдясь с женщиной, вы думали, обмозговывали, а может быть попробовать склеить, да? Такой вариант тоже может быть, причем это может проиграться ради детей, ради той любви, которая у вас есть. И вообще это для вас какой-то, знаете, жизненный тупик. Вы просто для себя, вот вы, возможно, даже сейчас не видите смысла жизни. Для вас это какой-то нонсенс, да, как это, я привык жить в семье, сейчас я живу один. Причем вот даже если вы живете один сейчас, вы очень плотно помогаете детям, вы очень хороший отец, и как-то вот стараетесь по максимуму помогать ребенку и финансово, и побольше проводить времени. Другое дело, что женщина может препятствовать вашим каким-то вот встречам, общениям, да. Это такая женская месть, это какое-то, знаете, ненормальное такое поведение, когда за счет детей именно мстят мужчине, да, это такая манипуляция детьми. Вот я знаю, что ты безумно любишь ребенка, вот я тебе его не дам, я не позволю, да, вот. Но это такая величайшая глупость и ошибка. Вы человек, знаете, такой, я бы сказала, в каком-то смысле даже наивный. Вот несмотря на тот богатый жизненный опыт, который вы прожили, да, вот прошли свою жизнь, у вас он богатейший. Очень много и позитивных, и негативных моментов было в вашей жизни, но вот какая-то детская, что ли, наивность у вас осталась. Вас очень легко, обвести вокруг пальца. Вы, то ли это добряк, то ли, я не знаю, вот та самая такая наивность пресловутая. Очень, очень такой податливый, очень, очень мягкий даже, да, вот я пытаюсь подобрать слова, но почему-то мне это такую детскую наивность периодами напоминает. Вы можете себя, кстати, еще накручивать по поводу и без повода. Очень ранимый, очень такой сентиментальный. Знаете, вот если у вас попадалась женщина, которая сильнее вас морально, то вам было с ней непросто. Потому что женщина вас подавляла, она вами манипулировала очень хорошо. Вы, знаете, вот последнее время вы очень часто начали как-то анализировать все, что происходит в вашей жизни. Это может быть связано и с работой над ошибками. Это может быть связано и с тем негативным вот как раз опытом, который вы пережили, да, вот вы пытаетесь найти ту правду, да, вот сами для себя. Что я не так сделал, почему все так получилось, да.
Вы пытаетесь как-то все вот состыковать, все, что произошло. Есть такие моменты, которые, ну, просто уму непостижимы, которые не укладываются у вас в голове, и вы до сих пор не можете понять, как так получилось. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Так, что еще в вашей жизни? Вот от женщин, знаете, как будто вот вы оградились на какой-то период. Кто-то сейчас находится в таком вот состоянии, что вот осознанно я не хочу ни с кем серьезных отношений. Вот я побуду один. Кто-то прошел его. И это как раз связано с вашей прошлой женщиной. Вот вы не хотите больше повторения негатива, вы не хотите повторения каких-то вот таких вот сцен, которые вы пережили раньше со своей женщиной. Вы очень опасаетесь, что новая женщина, она будет такая же корыстная, такая же с характером. И плюс такая же предательница, потому что у вас, скорее всего, вот я смотрю, проигрывается измена в отношениях. Вы очень боитесь измены. В принципе, это нормально. Любой адекватный человек боится измены партнера. Это естественно, конечно же. Поэтому вот вы взяли такую вот паузу в личной жизни. Кто-то ее взял для того, чтобы в себе разобраться, кто-то осознанно взял такую паузу на неопределенный период, чтобы просто пожить одному, покайфовать одному, поразмыслить над жизнью, да. Я не удивлюсь, если кто-то из вас вот ходит, ну, вернее, не ходит, а ездит на рыбалку, там, на охоту, да, вот именно на такие вот какие-то посиделки именно, вот, знаете, наедине с природой, вот наедине с самим собой. В этот момент очень хорошо поразмыслить, когда спокойствие вокруг, тишина, тебя никто не дергает, да, гаджеты можно отключить. Поэтому, я думаю, у некоторых из вас тоже будет резонировать такой момент, что вы любите некое уединение. Вам как-то так спокойней, вам комфортней, вам гармоничней. Причем, чем чаще, вернее, чем старше вы становитесь, тем больше вам хочется покоя какого-то и гармонии. Хочется какого-то, то ли это уединения, да, вот, знаете, такая какая-то, знаете, вот идет информация, что как будто вы устали вообще от вот этой всей мирской суеты. Вот надоело постоянная вереница каких-то забот, каких-то проблем. Вот вы устали. Вот реально хочется умчаться куда-то на край света и никого не видеть, не слышать, и просто отдохнуть. Вам нужна, знаете, вот перезагрузка всего организма. Может проиграться как раз та ситуация, что вы иссякли. Особенно это касается тех, кто недавно разошелся, у кого такой вот свежий стресс. Вам просто жизненно необходима такая вот перезагрузка, причем она очень хорошо получается, когда вы меняете, ну, свое какое-то местоположение, так скажем. Когда вы куда-то едете, да, кто-то едет на море, кто-то на природу, кто-то в горы, еще куда-то. То есть очень хорошо куда-то уехать. Ну, хотя бы, я не знаю, там к другу на дачу, чтобы хоть несколько дней сменить обстановку, перезагрузиться. Потому что то, что я вижу, у нас очень много мечевых карт. А это помимо того, что вы очень часто стали включать логику, да, вот мозг очень такой холодный, такой расчет во всем появился. Это еще говорит о вашем холоде в душе. Вот абсолютно я не вижу вот как-то вот теплых карт вообще, от слова совсем. Настолько вот зима и гололед вот у вас в душе. Нужно, чтобы немножечко, знаете, вот перезагрузиться, немножко, чтобы отошло ваше сердечко, ваша душа от всех житейских вот проблем.
от ваших, тем более, разводов, разрывов, у кого они были недавно. Это очень тяжело. Это очень тяжело так взять и перезагрузиться просто по щелчку. Так не бывает. Итак, давайте смотреть, что же будет дальше с личной жизнью. Потому что пока я не вижу, чтобы она у вас била как фонтан. Ключом она точно у вас пока не бьет. Кстати, у некоторых может проиграться, что вот выпадает какая-то путь-дорожка. Путь-дорожка. И как раз, смотрите, после вот этой вот путь-дорожки, так скажем, да, в вашу жизнь придет совсем новый человечек. Это будет новая любовь, но это будет любовь, вот вы как будто два таких, знаете, неоперившихся птенчика, хотя вы уже все взрослые люди, да, но я вот сравниваю, потому что когда человек травмирован, психологически я имею в виду, такой человек кажется, ну, настолько вот беззащитный, да, когда хочется обогреть как-то человеку, помочь, да, утешить. В вашей жизни появится женщина, которая, ну, в чем-то схожа, да, вот с вашей ситуацией. Она тоже переживала некий вот разрыв, развод, да. Мы не будем вникать, что она переживала. Ну, то есть разрушительная ситуация тоже была у нее в отношениях. И вы как два человечка, вот и встретились, два одиночества. Вы будете поначалу... Вот я бы не сказала, что это будут такие вот сразу романтические отношения. Скорее, это будет дружба. Это будет дружба, но, знаете, дружба с перспективой. Вы, когда ее увидите, она вам понравится. Она будет моложе вас. Она будет довольно интересная, интересный собеседник. Она очень ухоженная. Она следит за собой, причем даже, может быть, ну, каким-то видом спорта занимается. Стройная, подтянутая, ну то есть спортсменов, людей, которые занимаются спортом, в принципе, видно, да, по той же подтянутой фигуре, как правило, это видно. Вы будете сначала общаться, знаете, как будто на почве каких-то общих интересов, да. Это будет общение вот именно дружеское, но вы будете понимать, что что-то с вами не то происходит, что она все больше вам нравится, что она для вас становится больше, чем подруга. Это женщина, которая будет, знаете, вот я не скажу, что она там раскрасавица, да, она ухоженная, она фигуристая, все при ней, но она пусть даже внешне обычная, но вот какая-то вот такая, знаете, магическая притягательность. Вот есть особая такая энергетика у женщин, когда, ну, ты вроде понимаешь, что, ну, ничего такого в ней нет, но с ней настолько приятно, с ней комфортно, с ней хочется общаться и общаться, да. Вот что-то такое манящее. Может быть, даже, ну, реально та же энергетика, либо вот манера общения, когда ты чувствуешь, что это твой родной человечек. Я думаю, вы тоже переживали такие моменты, когда вот вы знакомитесь с человеком первый раз, да, и вы понимаете, что, ну, как будто вы 100 лет знакомы, настолько вам хорошо, легко и приятно общаться. Я не скажу, что вы будете наглеть и наседать на эту женщину, вы тоже не будете торопить события, потому что уже как бы обжигались, да, поэтому вы, как всегда, то, что вы делаете в последнее время, да, вы включите свою логику, свой мозг, начнете так более рационально присматриваться, хотя сердечко затрепещет, и вы это почувствуете. Какой-то период вы будете, ну так вот, друзья-приятели, да, вот я не говорю, что за ручку ходить, да, но где-то близко возле этого. Кому-то это покажется странно, да, что вот у нас мир сейчас другой, сейчас это не современно. Но поверьте, пусть немногие, но все-таки есть люди, которые сразу не прыгают в койку. И это, в общем-то, нормально. Я вам скажу, опять же, такой маленький секрет. Для кого-то это может быть и не секрет.
Если женщина легко и просто ложится с вами в постель, то завтра точно так легко и просто она ляжет с другим. Вот запомните это. Я думаю, многие из вас это понимают, но все же. Поэтому то, что вы будете с этой женщиной поначалу, вот, ну, такими друзьями, приятелями, кореша такие, это на самом деле здорово, это очень здорово. Потому что мужчина и женщина, помимо того, что они там муж, жена, любовники, да, они еще должны быть друзьями. Когда есть такой момент дружбы в отношениях, это, ну, знаете, ну, это дорогого стоит. Помимо любви, когда мужчина и женщина еще и друзья. Это тот момент, я сейчас вот делаю такое, ну, на мой взгляд, это важное такое психологическое отступление. Я знаю, вы любите это, да, у нас такие психологические расклады необычные получаются. На самом деле это очень здорово, когда мужчина и женщина, вот именно друзья помимо всего. Когда ты можешь прийти домой, и ты не боишься сказать своей женщине, что у тебя проблемы, что у тебя неприятности, ты себя плохо чувствуешь и так далее. И ты знаешь, что тебя всегда поддержат, тебя выслушают, тебя утешат, да, тебе помогут, если нужно. Тебя не будут высмеивать и говорить: я же говорила, да, ты такой сякой, да ты неудачник, да ты ничего не можешь. Ну, вы прекрасно знаете, как это обычно все говорится. Поэтому это настолько важно. Вот важно иметь такого друга, пусть это в начале отношений. Дальше ваши отношения начнут сближаться, причем как-то вот оно будет, знаете, как будто вот вы осознаете, поймете, что вас все больше к ней тянет, и она это осознает. Это не будет стремительное развитие романа, потому что два травмированных человека, ну, априори не могут торопить события. Это естественно. Кстати, ваша бывшая может узнать про ваши отношения и начать ставить палки в колеса. Это могут быть то ли общие знакомые, которые рассказывают, что у вас, ну, будут рассказывать, что появилась новая женщина. Она может подлезть и начать рассказывать, что она хочет вернуться, помириться, может манипулировать любовью, может рассказывать, что вот вернись и давай попробуем сначала, ну, в таком духе. Это будет чистой воды манипуляция, просто чтобы разрушить ваше такое вот маленькое, еще хрупкое счастье. Поэтому я всегда вот не устаю повторять: не рассказывайте о своих новых отношениях в подробностях. Либо же рассказывать вот именно проверенным людям, которые не подведут. Хотя можно порой и сам себя сглазить. Лучше поначалу, тем более, не рассказывайте. Так, что же будет у вас в отношениях с этой женщиной еще? Вот это ваша такая маленькая дружба, которая будет поначалу, она надолго не затянется. Потому что вы не сможете удержать свою какую-то вот, знаете, пылкую страсть. Ну, помимо того, что гормоны играют, все мы живые люди, да. Плюс вам будет все комфортнее и комфортнее вместе. Это не будет, знаете, как будто вот вы ее завоевываете, вы там ее затягиваете в постель и так далее. Вот как-то это будет, знаете, насколько плавный такой переход от дружеских отношений в отношения уже мужчины и женщины. Это будет, знаете, вот как будто, ну, само собой разумеющееся. Вам не придется никого уговаривать, уламывать, да. Вот вы будете на одной волне с ней. Это вот, знаете, как бывает в фильмах. Вот мужчина целует женщину, а женщина и не сопротивляется. Вот в таком плане. Ну и, естественно, все дальнейшие события точно так же развиваются. Не нужно никого насиловать, не нужно уговаривать. Это будет все очень плавно. Вот знаете, как будто она того же ждет, что вы делаете. Это будут отношения, которые
которые приведут к тому, что ваша бывшая, конечно же, она будет это все мониторить, ваши отношения. Она разразится страшным гневом, что у нее ничего не получается, она не может разрушить вашу новую связь. У нее проблемы в личной жизни, хоть держись, но мы не будем туда лезть, это другая история. Но ее просто жаба будет давить, что у нее счастья нет в личной жизни, а у вас все получится. Это женщина, с которой вы сможете построить не только крепкие отношения, но и крепкую семью. С ней я не могу сказать, что будет прям все идеально, потому что идеальных отношений не бывает. Но в этих отношениях рулить будете вы. Вот капитаном корабля будете вы. Если раньше рулили вами, унижали, оскорбляли, указывали, куда ходить, куда не ходить и что делать, да, и вообще лежать к ноге в таком плане, то в этих отношениях рулить будете вы, и рулить по-хорошему. Не манипулировать, а вот именно вы почувствуете себя мужчиной, тем самым хозяином, тем добытчиком, да, вот, как говорится, мужчина голова, а женщина шея, да, вот мудрая, умная женщина, она всегда будет мягко управлять мужчиной, так, что мужчина даже не заметит, что им управляют. Вот это идеальные отношения. Вот нужно сделать так, чтобы мужчина даже не догадался, что это он принял это решение, потому что его направили, очень мягко направили. Это, конечно же, высший пилотаж. Это, далеко не каждая женщина это умеет. Поэтому, ребят, я вас, смело могу заверить, что вот такой женщины, я думаю, в вашей жизни еще не было. И желаю, конечно же, поскорее встретить ее, поскорее влюбиться, поскорее испытать те самые чувства, эмоции, страсти, о которых, наверное, вы уже давно забыли, но которые так хочется испытать, потому что и любви все возрасты покорны. И что бы вы мне ни говорили, да хоть 50, хоть 60 лет, сколько угодно, и в 70 люди могут влюбиться. Поэтому я желаю вам поскорее влюбиться. Но вы же помните, мне же вас переженить всех надо, отдать вас в хорошие руки. Поэтому поскорее, ребятушки, чтобы вы летали на крыльях любви, сияли от счастья и всего вам самого доброго. Я вам желаю всех тех благ, которые вы мне пишете в комментариях. Я всегда с удовольствием читаю, мне очень приятно. Я всего вам желаю этого в 10-кратном размере. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!